В этом видео мы соберем усилитель сигнала и откроем локацию пригород. Прогуляемся на старую ферму, фабрику, сделаем малый энергоблок, попытаем удачу в экспедициях, новичок без доната в Last Day. Продолжаем. Когда перенастроим вышки, поймаем тот сигнал, уже не терпится узнать, что там. А там, собственно, локация пригород, да. Но вернемся к этому попозже. Друзья, всем огромный привет. И у нас очередная серия нашего новичка. Энергоблок. 2 мы уже малых сделали. Теперь нам нужен средний. Почему? Не хватает горючки, короче, чтобы все питать, да? После того, как ты подключишь водопровод, прям энергии надо будет вот... Прям вот много, ёлы-палы. И чё? А это для чего вообще? А чтобы все везде работало, пыхтело и пердело. Вот так, включаем энергию, не туда поставил. Оп! А почему не работает? А потому что не хватает энергии. Видишь, тут все поотключалось. У нас все соединено. Да. Тебе не нужна вот эта штука, чтобы питать энергией. Тебе нужны эти энергоблоки. И когда тебе дают задание по дробилке, да, запитайте дробилку, чтобы она работала. Не надо строить вот эту шляпу. Надо сделать малый энергоблок. Теперь давай бензинчика закинем. Большая громадина, да? И да, их можно передвигать. И посмотрим, как дела. Все, теперь энергии хватает. Причем вот этот вот энергоблок можно теперь даже, слушай, убрать. Ну, то есть не питать его горючкой, да? Один малый дает 3 энергии. А большой дает 6. Ну, все как бы, все супер. В поселении, конечно же, я продолжаю гнать. И ты продолжай. Иначе, блин, вообще вот прям встрянешь, прям застрянешь. Вот это должно постоянно перерабатываться. А зачем мне была еще нужна энергия? Чтобы теперь еще одновременно делать опилки. А чё это, ёпа, вы не работаете, ребят? Верстачки надо переставить, да? Я фиг к ним подлезу. Да ладно, без разницы. Главное, что они делаются. Да, у нас вот так все нагромождено, но при этом это все работает. Вот. Теперь в результате что я делаю? Опилки. Здесь перегоняю проволочку. Здесь делаю красивые железные прутики. Здесь листики. Ну, вообще, да, все пыхтит, пердит и пышет. Тут, соответственно, плавлю метальчик. Там доски, опилки. И вот тут еще допом делаю вот такие фантастические алюминиевые кабеля. Они мне тоже нужны. А еще, А еще легкие детали у меня производятся. И вот тут, если я захочу, я могу еще легкие каркасы одновременно плавить. И шифер. Ты понимаешь, что? Блин, да, вообще мы развили поселение прям до каких-то нереальных высот. Пойдем сходим, попробуем сделать одну экспедицию. У нас сейчас все-таки танчик вырастет. Красавчик. Хыдыщ. А когда растет танк, растет вообще все. Растет вся пауэр. Ладно, попробуем вот эту вот заключительную 40-ю экспедицию сделать, да? Помимо каждодневных ресурсов, которые тебе будут капать с поселения, да? И это просто великолепно. Поселение открывает доступ к дрону. К модификациям дрона. Без этого никак. И локация пригород. Без развития поселения ты не разблокируешь эту локацию. Сейчас все покажу. Давай, снайпер, давай. То есть суть такая, да, хватит мне мощности банально тупо или не хватит. Что-то мне кажется, мне не хватает. Но мы разик попробуем. Все-таки подросли, да, чуть-чуть. Глядишь, что-то и получится. 1 минута, ага. Вот так. Увеличиваем урон, если делаем добивание, да, нашим танком. Бэм! 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 Блин, это снайпер. Если он добивает, у него с определенной вероятностью скилл может откатиться. Блин, ну мы все сделали идеально. Ой-ё, танк этот. Снайпер не выдержал. Нет, не идеально. А как можно переиграть? Поставить за мешки, значит, красавчика. Все-таки он больше урона наносит, чем лечилка. А лечилка пускай падает в этом ядике, да? И чё? Блин, не знаю.
Вот это все, это не считается. Это просто, да, прибежала толпа, потому что время вышло. Давай повторим. Только переставим их местами. Имеет значение. Прям сильно ты что-то не поменяешь. Если тебе сильно не хватает пауэра, ну ты хоть обкакайся. Хоть зашевелись их. Но иногда, если тебе вот прям чуть-чуть не хватило, да, перестановка наемников по линиям может зарешать, реально. Вот сейчас, да, сейчас мы посмотрим. Реально, я могу сейчас или все-таки мне еще мощностей не хватает. Опять же, да, сейчас уже может не сработать добивание красивое, которое было. И все может по-другому пойти. Ну ладно, что уже. Поздняк метаться. Давай, снайпер, давай. Вся надежда на твою мощную винтовку. Пока, блин, хорошо снайпер гасит. Вообще прям, блин, вот сейчас 4 выстрела подряд сделал за него. Вот, откат дополнительный сработал. 3-й откат у лечилки. И чё, блин, живет благодаря этим откатам. Ну, отлично, пускай дальше живет, да? Нам нужен каждый пулеметик, каждый пистолетик. Вся наша мощь. Так. Чё, снайпер уперся в щитовика. Он на единичку стрельнет. Нельзя. Вот теперь можно. Кого-то там толстяка добил, он уже был добитый. Давайте, ребята, 20 секунд, ёп. Видишь, да? На этот раз выжила лечилочка. Так она лечит как сумасшедшая. Если бы у нее атакующая была какая-то обилка, другое дело. Опа, лечилка всосала. Давай! Ты видел это? Просто грязь, мне секунды не хватило. И чё, не будем пытаться заново, мы сделаем потом. Буквально вот один наемник еще один уровень прибавит, да, кто-то. Хилка, снайпер или танк, и мы это сделаем. Ладно, в общем, с поселением разобрались, да. Энергоблоки эти нужны, сразу не торопись их делать, а потом, конечно, лучше малые заменить на вот такие большие. Расход бензина будет меньше, вот и вся история, да. В общем, это нужно, это важно. А теперь переходим к усилителю сигнала. Ботан будет стоять у тебя в поселении, да. Он тебе дает настроить 3 вышки. Так, настраивая эти 3 вышки, ты будешь от него получать модификации. Первая — герметический двигатель. Вторая — страж. Очень юзабельная мода, я ее использую до сих пор. Реально нужная, важная штука. Ну и третью моду мы с тобой сейчас прям получим. Что у нас по ресурсикам? Собственно, тарелочки. Так, выбиваются на фабрике. Железные прутики и медная проволока. Ты, конечно, можешь их чуть-чуть выбить в транспортном хабе. Ну, это вообще. Надо научиться все-таки их крафтить. А это 4-й уровень поселения, ё-моё. Болтики, ключи, резина, это вообще смешно. В поселении тебе дадут этого говна просто немерено. Самое сложное — это они. Литейная 4-го уровня, обрати внимание. Открывает тебе, собственно, железный прутик. Вот эту медь, медную заготовку. Она превращается в медную проволоку. Все. Просто как апельсин. Вот она, медная проволока. Это надо для финальной 3-й вышки на болотах, соответственно, да. Вот они, ее прутики делаются. Ну, а эта штука тоже делается и тоже нам нужна. В плавилочке вот здесь плавится из меди 4 к 1 медная заготовка. Ты понял? Один маленький проводочек, ёп, вот такой, это 4 меди. Вот эти 20 катушек, это 80 меди. Блин, не слабо, да? Ну, ёлы-палы, а я тебе о чем? Да, я уже их достаточно много так наделал. А вот что теперь еще надо делать, так это медную проволоку. Берем побольше огнестрела. Любезничать мы не будем, да? Будем всех расстреливать, поднимать ничего, ёб, не будем. Мы уже большой, нам ничего нафиг не надо. На фабрику что тебе потребуется? Обязательно возьми транзисторы. Они там иногда падают, иногда не падают по-разному. И, конечно же, топоры туда тебе еще нужны. Берем 2, потому что, скорее всего, нам придется сделать 2 фабрики.
И не забываем, конечно же, про рейды и все остальные события и движухи, да. Ведьму я продолжаю делать, охотничий инстинкт красиво уже забил, как я тебе и говорил, я подготовился, да. У меня в запасе уже там 4 арбалета заточенных, мачете, там выжигатель, прижигатель, поджигатель, ёб. И да, склеп можно забрать без доната. Если ты не пропускал ни одного дня, продолжай в том же духе. Вот эти ресурсики сразу давай сюда закинем. Так, это, собственно, все для ремонта вышки, да? Ну и поехали. Вот она красивая какая. И антенна здесь 100%. Ну, практически 100%. Давай вот сюда еще добежим. Че, экономим бензин. Ты не видел прошлое видео? Посмотри. Блинчики. Революции не произошло. Огнестрел добываем по старинке. Но если ты хочешь, в теории и по факту, вот здесь есть ящик, и локация перезагружается бесконечно. Таскай ящик, будет огнестрел. А на деле? На деле тонна потраченного времени будет у тебя. И тонна бензина. Блин, вот что будет на деле. Полный отстой. Я не знаю, мне не нравится. В общем, посмотри прошлое видео. Там был полный разбор этого безобразия. Здесь, да? Нам надо разблокировать главную дверь, спуститься, соответственно, в подвалищу. Она как разблокируется, главная дверь? Вот там на входе, вот я штучку активировал, да? И вот здесь еще. Представляешь? Спустя столько времени, а я продолжаю таскать эти тарелки, которые давным-давно таскали. О, то-то и оно. И они еще, скорее всего, потребуются, эти тарелочки. Куды? Все так же в поселении прокачка минивэна. Я точно не помню. Ну, что-то такое было. Здесь много чего. Ломаем все, не ломаем, да. Забираем, подбираем, собираем. Мы ничего не делаем. Еще нам мешает сейчас пар, чтобы туда зайти. Пар вот здесь отключается, да. То есть 2 точки с транзисторами и 2 вот таких вот крутилка, вертелка. И чё, и готово. Очень быстрая локация. И очень полезная. Обо всех полезностях можешь посмотреть в плейлисте этого новичка, да? Мы ее раньше зачищали очень много раз. И да, самое главное, я тебе не сказал. Полезный компаньон. Задание по вышкам. Тебе открывается, когда ты пройдешь финалку «Летающий помощник», да? Пути выжившего. Тогда открывается вот эта вот вся тема. И чё? Ну вот. Это задание «Полезный компаньон». Когда оно вообще появляется? Надо полностью путь выжившего пройти. Небольшой, так сказать, бонус будет. Пригород? Ну, пригород — это такая приколюха. Сейчас увидишь. Сейчас я тебе покажу, что такое пригород, если ты не знаешь. Что за такая волшебная локация? Блин, быстро. Мне кажется, достаточно быстро. Можно быстрее? Да куда уж быстрее. От резких телодвижений можно в штаны навалить. Поэтому не надо. Спокойно вот так идем и идем. Блин. Эй, дружок. Сколько тут тарелок? К сожалению, одна, если я не ошибаюсь. Какая боль, ёб. И чё, придется перезагрузить за провиант. Благо он с тобой у нас есть. Где получить провиант без доната? Первое. Розыгрыши от канала Печка ТВ. Ну, от разработчиков, да, ну, то есть розыгрыши. Ну, такой способ. Повезет, не повезет, и, да. Второй способ, и ты это можешь сделать сам. Поселение. Те самые экспедиции, которые мы сейчас с тобой проходили. Вот, там есть провианты и достаточно много. Ну и третий способ. Дождаться, когда стартанет у нас событие кооп режим. Фена. Зайти в призовые места и готово был. Так, ну что, ехаем? Блин, как же жалко провиант. Обновить! Блин, 20 провианта. Какая боль. А можно было зачистить вообще за провиант, да? И что? Может, и дали бы тарелку? Ну, мне кажется, нет. Когда ты за провиант зачищаешь, тебе дают частично, самая параша дается. То есть топ-лут не дается с локацией, когда за провиант чистишь. Ну, там есть какой-то, наверное, определенный шанс, не шанс, короче. Все это ее суета сует, да? Что попало? Не, мы, блин, гарантированно нам надо. А без вот этого вот повезет, не повезет.
Дрон, давай, добивай это говно. Ну чё оно бегает? Мучается, блин, дядька. Почему мучается? Ну, инстинкт жрать остался, а штаны вытряхивать не надо. И он вот это носит с собой. Мрак, ну вот и я том же. Так, и как раз я взял еще один красивый топор. Да, так себе дрончик. Понял, да? Нельзя зайти, не дает пар. Пока вот ты его собрал, это начало. Дальше надо еще построить стол модификаций. Промодифицировать. И вот тогда этот дрон будет просто нереальная сила. А скоро у нас с тобой появятся котейки. Прикинь, 10 или 13 пород. Всякие разные. Британцы, сфинксы, шотландцы, сиамские. Наши блинчики, дворняги. Блин, всякие появятся. И чтобы не пропускать эти фантастические новости, просто подписывайся на телегу Печка ТВ или Макс, если не работает. Тогда будешь в числе первых знать, а что нового-то вообще скоро будет. А когда обнова? Обнова на день рождения Last Day. Это 24-25 мая. Вот. Все, вызовем дрона. Зачем? Блин, я не знаю, ее так чисто. Оу, не успел взорваться, бедолага. Блин, мы как бы напряжение сняли. Его прям... Сейчас, ёп, рвану. А мы, оп, понимаешь, и помогли мужчине. И сразу тело расслабилось. Да не прыгай ты, блин. Тебе да... Воу! Видел? Тряпка. Почему? Потому что Да вы чё, блин? А такое может быть? Слушай, я вот ни разу не попадался, чтобы мне не давали здесь тарелку. И вот вместе с тобой попался. Может, мы ее пропустили. Кстати, тут еще можно найти из редкого лута пластинки. Лутай вот именно в подвале, лутай все ящики. Пластинка. Домой, да, в граммофон. С вот этой музыкой, которая вот пиликает. Эх, пригород, пригород. Интрига главная. Где? Вот тут. Вот видишь, дорога идет. Вот она идет. Вот здесь локация пригород. Она неактивна, она заблокирована, написано скоро будет в последующих обновлениях, бла-бла-бла. Давай с горя, что ли, модификации пооткрываем. Вот такие. Музыкальная пластина, да? Чистка, заброшенный мотель, ярмарка. Можно получить там. Опачки. Оживители, ёп. Что дает? Регенерирует хп. Говно мода, реально. Звучит круто, по факту так себе. Поехали. Отвезем, что имеем, да? Вот блин. Даже энергии нет. Смотрим рекламу, да, что делать. Здесь будет небольшой замесик, да? Ну, соответственно, с дроном надо приходить. Потому что ты чика и типа настраиваешь. И вот обычно никаких дополнительных не надо, но на этой вышке тебе надо построить вот эту штуку-дрюку. Ёлпалы. Усилитель сигнала. Да. А сильно надо? Блин, не торопись. Модификация говно, реально. Чуть-чуть надо дождаться, да? И я за остатки провианта смогу все-таки обновить локацию. Но не делай так. Провиант на такую глупость не трать. Блински, ждем. Попытка номер 3. Всего 8 провианта. Подождал больше суток. До сегодняшнего дня я вообще не подозревал, что их действительно могут не дать. Реально. Хотя я помню комментарии, а мне не дали тарелки. У меня всегда давали. Всегда. Может, это из-за того, что мы с тобой за провиантик обновили? 2 раза подряд и нет тарелочек. Я так понимаю, это из-за провианта. Не обновляй за провиант, если тебе нужны тарелки. В общем, я думаю, не проблема. Успеем, дособираем. Что будет? Ну вот как вот эта локация, да, разблокируется лока, и все. Вот здесь чуть-чуть карты еще открывают, и там пригород. Скоро, в будущих обновлениях и т.д. и т.п. Блин, а как скоро? Да фиг его знает.
Вот. 2 дня еще надо ждать, как я понимаю, из-за того, что за провиант, поэтому и не дают. Ну а с тобой был Харди, я надеюсь, тебе понравился этот видосик. Не забудь поддержать, оценить лайком, ну и конечно подписывайся на канал, если еще этого не сделал. Видосы выходят каждый день. Не забывай про наш телеграм-канал, регулярные анонсы всего, сливы обновлений, уникальный контент. Каждый день выходит чат, розыгрыши. Скучно точно не будет, и никогда ничего не пропустишь. Ну а если не идет телеграм, Печка ТВ, тогда Макс. Увидимся на стриме. Пока-пока. Если бы Игорь не стал ютубером, кто бы смеялся с ним вечерами, кто бы все будни разрисовал цветом этими странными добрыми снами. Если бы Игорь не стал ютубером, мир был бы тише, чуть серей дворов, но рядом с ним все равно бы музыку чувствовал даже в шуршании старых дворов.